Всем привет! Мы продолжаем рубрику канала под названием ТОП-10, где я вам показываю различные лучшие масштабные модели из моей коллекции от определенных брендов и определенных марок. Сегодняшнее видео посвящено автомобилям марки КАМАЗ. Я вам приготовил 10 различных грузовиков, которые очень нравятся мне, и вы в комментариях можете написать, а какой топ-10 КАМАЗов у вас. Возможно, тоже есть такие грузовики, которые есть в моей коллекции, возможно, у вас приобретены какие-то другие модели, которых не было показано в этом видеоролике. И начнем мы, пожалуй, со старой модели от производителя Elecon. Это двухосный военный тентованный КАМАЗ. Модель мне очень нравится, она из ранних, у нее поворотный передний мост, и эта машина имеет металлическую раму и металлическую кабину. Кузов здесь сделан из пластика. Конечно, у Elecon не очень хорошее качество покраски, и сборка тоже не очень сильная сторона, но прототип на самом деле довольно интересный, и в таком исполнении моделей больше от других промышленных производителей я в продаже не встречал. Съемный тент. Можно посмотреть, как реализован поворотный механизм. Задние колеса свободно вращаются. Также здесь рабочий карданный вал, правда он сделан из мягкого материала и не держит свою форму. И у этого грузовика также откидывается кабина. Можно посмотреть на детализацию подкапотного пространства. Для своего времени это был вполне хороший грузовик, и после доработки он даже в нынешних реалиях будет хорошо смотреться на полке рядом с другими масштабными копиями. И здесь, кстати, сквозные отверстия на облицовке радиатора. На последующих КАМАЗах они уже были глухими. Еще не сильно изношена пресс-форма, но вы можете видеть, как кабина неаккуратно покрашена. Также присутствует облой в некоторых местах. И у меня на верхней части кабины пошла небольшая трещина. Возможно, это цинковая чума. Но кабина пока что держится. Следующий грузовик тоже военный, только уже от костромского бренда «Автоистория». И эти модели продаются в дилерской упаковке ПАО КАМАЗ. Так он выглядит. Довольно интересный сидельный тягач, рабочее седло. Также откидывается кабина. Отлично проработано подкапотное пространство. Номерные знаки я уже поставил самостоятельно. Изначально они не комплектовались с моделью. Единственное, непонятно, почему по тону отличаются небольшие вставки на задней части кабины. Они пластиковые, и как вы можете видеть, вот этот квадратик, лючок, чуть-чуть светлее, чем основная часть кабины. Балансирная тележка здесь статична, но тем не менее она хорошо проработана. И можно сравнить кабину этого КАМАЗа со старой элеконовской моделью. Цвет тоже немножко отличается. У Elecon он немного темнее. Далее покажу вам КАМАЗ 5320, который выходил в журнальной серии. Это тоже вполне хорошая модель. Она очень легкая, потому что из металла здесь только кабина, а рама и кузов сделаны из пластика. Не откидывается задний борт. Задние фонари просто обозначены краской. Их можно было сделать чуть лучше. Но что есть, то есть. Тоже вполне хорошая детализация колесных дисков и отличные покрышки. И изначально у этого КАМАЗа была неподъемная кабина, но ее можно было сделать рабочей. Открутить два крепежных винта. И если был клей, то тоже его аккуратно демонтировать. И кабина таким образом становилась полностью функциональной. Здесь интерьер из пластика, окрашенного в массе. Можно рядом поставить с элеконовским КАМАЗом. Как видите, общие габаритные размеры у грузовиков идентичны.
Далее я покажу вам самосвал. Тоже в коробочке ПАО КамАЗ. Ярко-оранжевого цвета. Здесь откидывается кабина. Также подъемный кузов. Отлично реализован гидроцилиндр. Также подъемный механизм. Откидывается задний борт. И кузов особо не просвечивает, если светить фонариком. Это тоже несомненный плюс. На многих моделях от костромских брендов кузова просвечивают. Здесь уже другие покрышки и другие колесные диски. Имеется боковая маркировка на покрышках. И вот так выглядит нижняя часть. Модификация этого КамАЗа 6520. Колесики немножко неаккуратно установлены и ходят восьмерками. Далее покажу еще один самосвал, только в коробочке Startscale Motors. Модификация 6540, четырехосник. Кабины похожи, также остальные узлы, такие же покрышки, такие же колесные диски. У этого самосвала тоже поднимается кузов, откидывается задний борт. И откидывается кабина. Окрашен двигатель. Еще одно отличие от моделей в коробочках ПАО КамАЗ — это стеклоочистители из фототравления. Хотя из пластика они тоже смотрятся вполне гармонично. Сейчас вам покажу. Вы можете видеть, пластиковые детали не намного хуже, чем из фототравления. Далее мы перейдем к сидельным тягачам. Покажу вам автомобиль с кабиной синего цвета. Довольно аккуратная покраска и вполне хорошее качество сборки. Кабина тоже откидывается. Здесь двигатель уже из пластика, окрашенного в массе. Карданный вал отклеился. Но это не страшно. После видеообзора я подклею эту масштабную копию. Делал как-то видеоролики «Жизнь масштабных моделей за кадром», где показывал, что случается с машинами после видеообзоров. Некоторые детали отламываются, некоторые отклеиваются. Этого не избежать, если вы постоянно изымаете модели из коробки и показываете их в видеороликах. Я уже к этому привык. Следующий КамАЗ у нас с кабиной нового типа. Тоже установил регистрационные номерные знаки. Здесь подъемная кабина. Рабочее седло. Отлично проработаны задние фонари. И хорошо смотрятся колесные диски и покрышки. Так выглядит нижняя часть. Модификация этого КамАЗа 5490-87 S5. И прототип указан на нижней части бензобака. Следующий КамАЗ похож, только в трехосном исполнении на предыдущую модель. Кабина точно такая же, только выкрашенная в желтый цвет. Установлены мигалки на крышу. Тоже добавил номерные знаки. Точно такой же моторный отсек.
И вот так выглядит нижняя часть. Колесики свободно вращаются, статичная балансирная тележка и нет поворотного переднего моста, как на эликоновском КамАЗе. И две последние модели, одни из последних в моей коллекции. Это КамАЗ в варианте Айтеко, зеленый цвет. И этот грузовик предлагался вместе с полуприцепом, но полуприцеп сегодня я показывать вам не буду. Тоже отличная модель за свою цену. Можно поставить его рядом с самосвалом. И последний КамАЗ в коробочке StartScale Models. Только эта модель продавалась в картонной коробке без пластикового подиума. И тоже модель продавалась с полуприцепом. Здесь уже окрашен двигатель. Так выглядит нижняя часть. И это, пожалуй, один из моих любимых грузовиков из серии КамАЗ. Пишите ваши комментарии, что вы думаете о костромских изделиях КамАЗ. Какие модели есть в ваших коллекциях, на какие автомобили вы бы хотели в будущем увидеть более детальные видеообзоры. Если вам понравился данный видеоролик, не забывайте поддержать его лайком. Вступайте в мои группы в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбуке. Жмите на колокольчик и можете заглянуть на мой второй канал, там тоже выкладываются видеоролики на масштабные копии из моей коллекции. А на сегодня это все. До новых встреч. Пока-пока.